Как обычно бывает, очередное утро рабочего дня проходило в суете. Взрослые торопились на работу, дети спешили в школу, мамы вели малышню в садик. И все они так спешили, что не нашлось никого, кто бы обратил внимание на еще одного совсем беззащитного и беспомощного детеныша, пусть он был не человек, но зато котенок. А крошечный перепуганный комочек следовал то за одними ногами, то за другими, надеясь, что его заметят. Однако у него не хватало сил, чтобы догнать людей, да и им было не до него, а может просто делали вид, что не замечают. Вот так и прошло утро котенка в попытках найти среди людей настоящего человека. Еще вчера малыш был в тепле, сытый, по теплым пушистым бокам своей мамы, а уже этим утром его отнесли как можно дальше от дома, думая, что его кто-то заберет к себе. Просто удивляет логика этого человека поступить жестоко с крошечным котенком, надеясь, что кто-то другой проявит сочувствие и доброту. К обеду возле подъезда уже стояла мисочка, в которую было налито молоко. А немного позже люди, спешившие утро по своим делам, также торопясь возвращались домой и снова не замечая Пушистика. Так прошло несколько дней. Кроха словно по расписанию каждый раз выходил навстречу к людям, не переставая надеяться, что кто-то его заметит, и все так же каждый раз смотрел им вслед, когда они заходили в подъезд и за ними закрывалась дверь, и уже стало казаться, что надеяться незачем. Но все же случилось чудо. Среди этих спешащих людей все же был человек, который заметил котенка, взял его на руки и отнес домой. За время скитания на улице малыш успел перепачкаться и выглядел совсем жалко, тот Пушистик уже не был прежним. Но доброй женщине не был важен внешний вид малыша. Она позвонила волонтерам, чтобы те помогли бедняжке. Оказалось, что это очень нежная девчушка. Увы, жизнь на улице, хотя и недолгая, все же сказалась на ЖКТ и сильном расстройстве пищеварения. Ветеринар назначил крошке лечение. После того, как кошечка поправилась, ей устроили фотосессию, чтобы после искать хозяев. Малышке понравилось позировать на камеру, что очень порадовало фотографа и волонтеров. И когда уже оставался всего шаг до поиска хозяев, у малышки появился лишай. А это значило, что впереди ее ожидает длительное лечение и после восстановления новой шерсти. Еще в течение месяца кошечка пробыла на передержке, где ждала вакцинацию и стерилизацию. И вот еще одна фотосессия, где она предстала перед фотографом настоящей красавицей с прекрасными медово-чайными глазками. Конечно, на такую очаровательную леди сразу же нашлись желающие забрать ее. Так что вскоре она отправилась в новый дом. И вот прошло с тех пор несколько месяцев. Хозяева назвали кошечку Марусей. Ее обожает вся семья. Маруся взрослеет в любви и заботе, хорошея день ото дня. Дорогие друзья, если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на наш канал, где найдете еще много интересного, и не забудьте нажать на колокольчик и оставить комментарий.